Коллеги, привет, с вами Атлант. Продолжаем нашу тему по криптоактивам. Так, последняя у нас цена поднималась, пытались пробиться наверх. Какие есть у нас предположения? У нас есть две трендовые, внешняя, да, и внутренняя нашего паттерна. Это дневной таймфрейм, каждая свечка один день. То есть вероятность, что у нас как здесь отрисовывается что-то такое. То есть сейчас цена сделает какой-то опять заход вниз. Не обязательно, что мы должны вернуться прям к нижней точке, так как она у нас уже отработана, но в этих пределах, в районе 16 тысяч, обратно наверх. Ой, ребята, у меня тут ветер такой дует, не знаю, как это будет сильно ли это скажется на качестве записи звука. Но ветерок поддувает. Так, так сюда продлим. Я еще раз повторяюсь, это предположение. Мы всегда можем прийти сюда, пробить вниз, ретестнуть снизу, уйти вниз сюда, коснуться, ретестнуть снизу и улететь вообще вниз. Или уйти вниз, вверх, выйти сюда. То есть все стараться делать работу от накопления. И по Атланту вставать тоже от накопления. То есть у нас было вот это вот накопление, был предположительный выход. Вышли всего лишь на сколько процентов? Давай посчитаем. Я еще постоянно говорю про этих 30%. Ну-ка, здесь у нас сколько получилось? Общая 12. Общая 12. А цена вышла на 5,46. 12. Ну, больше 30. Сколько? Почти 50%. После чего нас откатили назад. Но если именно смотреть по делам свечей, то у нас получились те самые 30, грубо говоря, 30%, да? Этого роста, да, после чего мы пошли разворачиваться, не смогли переломить. Но это даже к лучшему, так как если бы цена сразу подошла сюда, у нас уже было бы готовая такая готовая структура, которая нас в дальнейшем могла вниз сильно утянуть через обман. Так. Здесь, в общем, просматривается такая тенденция, как было здесь. То же самое отрисовывает в этом моменте. А Шварц недавно скидывал, помните, что он любит пятой точки роботов, и они как раз здесь как пятые точки такие вырисовываются. Ну, это, конечно, смешно, но об этом думать. Опять же, это все такое кстати, получится очень интересная структура. Смотрите, здесь Адам Ева рисовался, не сделали, сбили вниз. Теперь очень сильно похоже на... Сейчас, если это плечо, это у нас голова. Посмотрим, как она здесь доформируется. Если действительно здесь доформирует, выйдут сюда, пройдут наверх, да, потом еще здесь какой-то такой заход сделают, и сформируется паттерн голова-плечи. Причем это у нас на падении. Была бы красивая структура для разворота рынка. Даже, знаете как, для разворота выход в район 20. То есть, если это у нас... Давайте пофантазируем немножко, да, если это у нас
Вот так вот. Это у нас уровень шеи, плечо, голова, да, и здесь еще там плечо наработается, то как раз вот эта высота, то как раз эта высота предположительно ушла вот примерно, да, вот в эту область. А это у нас 26 800. И обратите внимание, это у нас высота старой фибы. Так, это как вариант. Ладно, такое себе. Нужно очень смотреть, что будет с этого накопления. Пока атлант шортовый, если он не переменится, ребят, у нас уже поход вниз намечается. Так, какая еще мысль есть? У нас есть 78 уровень Фибоначчи, 61,8. Мы к нему пришли. Это с вот этого с ближайшего этого накопления, да? С ближайшего этого выхода. Отработка его прям идеальная. Но помните, что такое, да, у нас любит ходить на 78. 71,8%. То есть на 78 как раз ему путь, дорожка в район 60 тысяч. После чего после чего у нас вполне открывается ход, где я смотрел, к старой фибе в район 60, 61,8 по Фибоначчи, да. То есть если у нас сюда цена придет, ну да. Ну вот обратите внимание, да, у нас вот этот рост, коррекционное движение от минимума до максимума, да, коррекционное движение, мы уже пришли к 61 фибе. 61 фибе уже пришли. Сделать небольшой рост в районе 50% или 31%. 21 почему-то не отмечено здесь. Далее спуститься ниже в районе 78,6 и после чего сделать ход наверх на высоту этой фибы. И как раз эта высота фибы практически совпадает с этим самым, с прошлой большой Фибоначчи, да. Вот у нас эта высота, и у нас уровень 61,8. Ну, примерно примерно в одной ценовой категории находимся. Это у нас 19200, а цена на 19, плюс-минус $200 как раз. И это предположение. И вот он, как раз этот небольшое маленькое ралли, которое могут в будущем устроить, которое началось плавно. Ну, тут идет такой чистый развод на этом. Цена вроде движется, но с очень сильным разводом. Спустились, сам вниз поднялись, откатились для того, чтобы пройти, по идее, пройти выше. И то это дело растягивали. Сейчас движение начинает, как сказать, более волатильность повышается, более такие сильные движения на рынке происходят. Потихонечку к этому идем. Так, по поводу, как я торгую и где я торгую, на бирже BIMDX.
обязательно изолированная маржинальная торговля и обязательно стандартные фьючерсы. Тогда позиции каждая по отдельности открывается. Это сокращает убытки. Прежде всего, научитесь контролировать риски. Позиция ушла в плюс. Подтяните стоп-приказы. Вот, например, да, кто-то говорит, что у вас там позиции вы заранее. Да, у нас и заранее были открытые. То есть у меня были и лонг позиции открытые. И переводил я их в безубыток. И части позиции я закрывал. И где у меня? Вот цена закрытия. Вот лонговая 100%. Вот лонговая позиция закрыта. Почти 1000% забрал с одной позиции. Так цена открытия была, смотрите, сколько. То есть я стараюсь постоянно так закрывать. Маск, да, оставал в шортном с 50-м плечом 816%. Шорт по биткоину 238%. Это вот последний шорт, причем открытие было с 17:45. Обратите внимание, как мы красиво его открыли. Сейчас так, где это показать? Где-то у нас вот здесь, вот из последнего вот этот момент. Так, где здесь? 17:45. В общем, этот последний выход был. Последний. Потом были в перекупы, в перепроданности. Цена пошла вверх. Здесь на вот этой новости цена пошла вверх. И потом ее начали откупать. Я здесь открывал шорт-позицию. И пожалуйста. Открывал шорт-позицию, потому что у нас план был шортовый. И вот это накопление. Было накопление. И поехали вниз. Здесь более наглядно видно, почему я открывал позицию. Это блоки психологической поддержки или сопротивления. Когда мы снизу бьемся, это сопротивление, когда сверху это поддержка. Здесь у нас получалось сопротивление, да, вот сюда цена заходила, и вот она пошла откупаться у нас. Встал в позицию и поехали вниз. Цель была отмечена за благовременно на графике, прям очень за благовременно. Те, кто с нами торгует по Атланту, знают, видят, понимают. Кстати, обратите внимание, мы в перепроданности на часе очень сильно, и RSI лежит просто на полу уже давно. Она как упала у нас еще с 15 декабря, да, так и лежит, можно сказать, все время. Скоро пойдет. Должны развернуть, пойти наверх. Пока пришли к 61-й фибе, это очень хорошо. Ну, еще рядышком 78, я думаю, ее должны коснуться, зацепить и потом с ней вместе поехать наверх. Будет оно так или будет оно иначе. Кстати, смотрите, как наш уровень хорошо отрабатывает. Цена подходит к нему, откупают, продают. Опять к нему подходит, зашла в него, опять продают. Не дают нормально выйти. Ну и хорошо. Поднакопим, плотность соберем. У нас тут трендовые еще проходят, которые, кстати, почему они ее поставили темную. Нужно сделать чуть-чуть светлее. Вот в виде такого треугольника с плоским верхом набирается позиция. Сейчас посмотрим, как здесь она расторгуется. Но есть маленький минус. Да, у нас Атлант, этот Matrix Strategy уже в середине находится.
Это не очень хорошо, что его остудили, но он сейчас может на падении там, перевернется, его чуть к дну подтянут и потом сделает выстрел. Ближайшие уровни, куда мы сейчас можем выйти, это по Фибоначчи, золотое сечение, это 16800 и 16966. Я больше склоняюсь вот к этому уровню. 16966. Что цена придет сюда. Опять же, это пока просто предположение. И есть важный уровень ниже шорт приоритет, выше лонг приоритет. Вот сейчас вот цена пока пошла откупаться от этого уровня. Так. Птички так щебечут. Ну, еще по вот этой структуре, по идее, у нас пятое касание верхней трендовой, пятое движение, третье касание, да, должно будет ее пробивать. То есть, когда цена будет сюда подходить кверху, я обязательно возьму лонг позицию с коротким стопом. Если стоп выбьет, буду перезаходить. Опять же, смотреть надо будет, какое будет здесь накопление и где мы будем находиться. По поводу выходов я сказал, ребят, вплоть и 25 тысяч могут дать, кстати. Но ближайшие ожидания какие-то 20 тысяч 500. Это что у нас? Это вот этот уровень фибы, да? По старой фибе, если смотреть. Странно, он так ложится ровно на 2500, да? Примерно в эту область. Так, для себя это так отмечу, пускай будет. Ну, в принципе, все. Всем удачи, спасибо за внимание. С вами был Атлант. Подписываемся, конечно, в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Торгую я из терминала TradingView. В самом низу, здесь в этом терминале, где торговая панель, нажимаете и добавляете свою любимую биржу, если вы на ней торгуете, в этот терминал. Торгуйте прямо из терминала TradingView. Это очень удобно, если вы именно трейдер. Если вы ходлер, да, открываете свою биржу, покупаете, выводите на холодные кошельки. На бирже старайтесь не хранить актив. На бирже храните только ту сумму, которой вы торгуете. У всех эта сумма разная. Кто-то торгует и $500 000, кто-то $1000, кто-то $100. У всех разные суммы. Ребята, еще раз прошу, кто у нас в группе, в закрытой группе, кстати. Ребят, не скидывайте. Где у нас человечек? Сейчас. Ну, док тоже. Ну, прибыль, деньги, понятно. Вы, для кого-то это большая сумма, кому-то это копейки. Вы скидываете, какой процент у вас. Интересен процент. Не интересна та сумма, которую вы заработали. Потому что кто-то может покушать, кто там чем, господи, питаются этими трюфелями, да, а кто-то питается, пошел в лесу, грибочки сорвал, чай себе зеленый заварил и доволен. И больше-то ничего не надо. Вот Андрей у нас, да, скидывает. Вот позиции, пожалуйста. Он показал, где, и они видно, где они открыты, где закрыты, или какая текущая цена, и сколько в процентном соотношении, в каком плюсе. Один. Кто там у нас еще скидывал? Кто-то еще. Кстати, я в группу вчера сбрасывал, сейчас я вам покажу попутно. Ой, если еще есть время, а время у нас 13 секунд сейчас. Во-первых, вот этот момент на паузу может.
И второй момент, это вот, да, вот по XRP, по Stellar,